Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович посетила экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в тюрьме Лефортово. О своем визите она написала на странице в Фейсбуке. Фургал, по сообщению Литвинович, опять не получает писем от родных и друзей. Следователь передал ему лишь одно письмо от незнакомой женщины из Тирасполя, в качестве, видимо, издевки. Здоровье, по словам общественного наблюдателя, у него нормальное, проблем с бытом нет. Фургал ждет сейчас выезда на медицинское обследование, ему должны сделать компьютерную томографию. При этом депутат говорит: похоже, следствие не хочет, чтобы меня обследовали, так как ожидание, по всей видимости, затянулось. Настроение у него не очень хорошее. Говорит, что в Лефортово разучился шутить. Рассказал, как его возмутило, когда его кто-то назвал контингентом. Это действительно очень распространенный термин тюремщиков. Так они называют сидельцев. Я не контингент, я гражданин. Я не поражен в правах. Я даже могу выдвинуться в депутаты или губернаторы, если народ потребует. Передала слова экс-губернатора Литвинович. Под конец беседы бывший глава Хабаровского края снова сказал, что не понимает, что он вообще делает в тюрьме. Также активист из Бурятии Биар Намаев выиграл у МВД суд по делу о кормлении голубей. Об этом сообщила адвокат Надежда Низовкина. Активист был одним из участников акции солидарности с протестами жителей Хабаровского края, организованной в Улан-Удэ 1 августа. Его задержала полиция, обвинив в организации мероприятия. Городской суд признал активиста невиновным в предъявленном обвинении. В Верховном суде его решение устояло. У МВД есть призрачные шансы обжаловать решение в кассационном порядке в Кемерово, но вряд ли они решатся подавать на апелляцию, считает Низовкина. Накануне советский суд Улан-Удэ назначил 15 тысяч рублей штрафа учительнице из Улан-Удэ Светлане Остапчук за то, что она участвовала в акции в поддержку хабаровчан 8 августа. Суд признал ее виновной в несоблюдении порядка проведения публичного мероприятия. Педагог и ее адвокат не присутствовали на суде из-за того, что повестку отправили на ложный адрес в Забайкалье, где Остапчук не прописан с 2018 года. Адвокат считает, что полиция специально выяснила устаревшую информацию для того, чтобы суд прошел в заочном порядке. Низовкина уже подала апелляцию на решение суда по делу своей подзащитной. В конце августа Остапчук уволили из педагогического колледжа. Она считает, что это произошло из-за ее участия в митинге в поддержку хабаровских протестов. Ранее у педагога уже были беседы по этому поводу с руководством учреждения. Тогда руководство колледжа провело с ней беседу на тему такого же сценария в Украине. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Одной из главных тем в медиапространстве стала новость о том, что Владимир Путин может покинуть свой пост в 2021 году из-за болезни Паркинсона. Информация появилась на зарубежных медиа, а некоторые назвали ее источником московского политолога Валерия Соловья. Позже Песков все опроверг. Чушь это полная, у президента все хорошо, сказал Песков. Он отметил, что президент не собирается в отставку. Также Соловей сам дал комментарий по этому поводу и рассказал об источнике информации. Источником информации в данном случае является The Sun и Daily Mail, по-моему, еще New York Post, но не я. Они использовали некоторые из моих утверждений, которые, мягко говоря, переиначили. И уж точно никакого интервью Sun я не давал. Это выдумка. Все эти утверждения содержались в интервью, которое я давал Александру Плющеву. Это висит на моем YouTube-канале и на их. Речь шла о том, что Владимир Владимирович уйдет не позже 2022 года в силу обстоятельств непреодолимой силы, что эти обстоятельства ограничивают его способность управлять Россией и появляться на публике, что он предполагает в январе объявить о своих планах и что семья оказывает серьезное влияние на принятие решения. Вот это именно то, что я говорил. Я не врач, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о болезни Паркинсона, но полагаю, что эта информация имеет под собой некоторую реальную подоснову. Посмотрите на Владимира Владимировича, и вам все станет понятно. Это все находится перед глазами. Если допустить ту мысль, что Владимир Путин покинет пост в скором времени, то кто придет ему на смену, неизвестно. Конечно, этот вопрос сейчас обсуждается. У него нет решения пока что, но есть несколько кандидатов. Кое-кого из них мы знаем. Один из них это Дмитрий Медведев. Речь идет о проведении досрочных президентских выборов в 2021 году. Допустимы кандидаты и женского пола. Этот вариант не исключается, он рассматривается. Как только объявят состав Госсовета, мы увидим ту женщину, которая может стать кандидатом в президенты. По поводу моего баллотирования на пост президента, я подожду, сейчас размышляю, советую с рептилоидами, как мне поступить, с мировой закулисой. Честно скажу, я для себя ничего не исключаю. Именно потому, что мы живем в России. Также, по словам Соловья, в связи с президентскими выборами в США, в Кремле царят тревожные настроения. Все знают, что эти выборы влияют, но никто не понимает, как они повлияют в этой конкретной конфигурации. Есть тревожные ожидания, есть много тревожных ожиданий, но на мой взгляд, эта тревога не носит рациональный характер, сказал российский политолог. Кроме того, по словам Соловья, российский истеблишмент тревожится не только по поводу того, кто станет следующим президентом США, но и по поводу дальнейших планов президента России Владимира Путина. Там очень тревожные настроения и в связи с выборами в США, и в связи с тем, что задумал президент, сказал Соловей. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.
Элитные кланы России застряли в социальном лифте или почему власть не делает ставку на ярких, активных граждан? Власть все чаще наследуется, обрастает собственностью и формирует династии. Значительную долю региональной элиты составляют члены семейных кланов. Об этом говорится в исследовании Института социологии РАН. По мнению аналитиков, элита в регионах все больше приобретает черты брежневской номенклатуры. Ее представители, как правило, люди старшего и среднего возраста. Молодежи в этой прослойке не более 10%, причем людей моложе 30 лет вообще 1%. Напротив, ключевые позиции занимает поколение 70-80-летних крепких хозяйственников. Они, отмечается в исследовании, блокируют любые рискованные и просто нетрадиционные решения. Из-за этого в региональных элитах практически не осталось политических активистов, а доли представителей науки, культуры снизились до 3,5% и 11% соответственно. Наверх попадают почти исключительно бизнесмены, аппаратчики и силовики. По сути, формируется параллельная Россия, считают в РАН. Это напоминает ситуацию 1980-х, когда официальные институты теряли легитимность и одновременно рождались параллельные миры собственной иерархии, от региональных патриотов до криминальных группировок. В момент кризиса в 1991-м все они выступили против прежней системы. В регионах действительно блокированы возможности людей развиваться и делать карьеру, считает политолог Сергей Марков. Региональная элита у нас, как правильно указывает РАН, завязана либо на управленческую государственную бюрократию, либо на бизнес, либо на силовиков. Плюс эти кланы тесно спаяны друг с другом семейными связями. В результате сложились целые структуры, которые зачастую имеют мафиозный характер и не чураются криминальных методов для достижения целей. Члены региональных структур в основном люди боевого возраста 50-60 лет, так называемые младшие бэби-бумеры. Замечу, в наши дни средняя продолжительность активной жизни сильно увеличилась. Как мы видим, к власти в США приходят старшие бэби-бумеры. Джозефу Байдену 77 лет, Дональду Трампу 74 года, Нэнси Пелоси 80 лет, Берни Сандерсу 79 лет. В России, слава богу, заправляют не старшие бэби-бумеры, а младшие. Но в какой-то мере это даже усугубляет ситуацию. С большой вероятностью представители российской элиты, которым сейчас по 50-60 лет, планируют сохранять власть еще лет 15. Можно полностью согласиться с выводом РАН, что активные люди, которых не устраивает региональная элита, вынуждены либо мигрировать, либо создавать альтернативные тусовки. Пока, я считаю, эти тусовки нельзя назвать серьезными структурами. Есть и третья социальная стратегия, не упомянутая в исследовании. Активные люди в регионах пытаются выстроить отношения с федеральным центром, пытаются включиться в различные федеральные программы. Проблема в том, что федеральный центр предоставляет мало таких программ. Он не идет навстречу активным людям. В этом одна из ошибок центра и одновременно одна из возможностей для изменения ситуации. У нас произошел сбой критериев. От людей требуется бюрократическая гиперлояльность вместо содержательной активности. В результате происходит вымывание ярких активных людей и прежде всего из федеральных структур. Возьмите руководство Единой России или Общероссийского народного фронта. Там кто-то знает яркие фигуры. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Путин готовится к враждебным отношениям с Байденом. Российский лидер имеет множество причин бояться новоизбранного американского президента. Утром, после того, как демократ Джо Байден победил на выборах президента США и стал новым американским лидером, Кремль опубликовал приветствие от президента России Владимира Путина. В отличие от своих западноевропейских коллег, которые очень быстро поздравили Байдена, Путин несколько опоздал с поздравлением. Однако 4 года назад Кремль сразу же после того, как американские телевизионные сети объявили результаты президентских выборов в США 2016 года, передал послание президенту Дональду Трампу. Такое опоздание с поздравлением и отсутствие комментариев по поводу победы Джо Байдена может свидетельствовать о том, что Путин готовится к враждебным отношениям с новым президентом Америки. Несмотря на то, что Трамп никогда не полагался на чрезмерное сближение США и России, его хаотическая политика на международной арене совпадала с намерениями Кремля дестабилизировать Запад и расширить российское влияние во всем мире. Байден, наоборот, является новоизбранным президентом, которого Путин имеет множество причин бояться. Демократ рассматривает Россию как одну из самых больших угроз национальной безопасности Америки и обещает восстановить поврежденные связи с европейскими союзниками. К тому же, будучи вице-президентом США, Байден активно работал в поддержку прозападных политиков в Украине, которая находится в состоянии войны с Россией. Когда в последние дни некоторые американские штаты подсчитывали голоса, российское государственное телевидение все чаще акцентировало внимание на утверждение Трампа о том, что демократы украли выборы. Русский репортер в Вашингтоне высмеял уличные празднования победы Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль задержался с поздравлением для Байдена из уважения к судебным процессам, которые начал Трамп, но сарказм на контролируемом Кремле телевидении и отсутствие быстрого поздравления Байдена с победой могут свидетельствовать и о том, что Путин пытался дистанцироваться от Трампа, поскольку Байден был явным фаворитом избирательной гонки в США. Некоторые российские аналитики и политики даже высказывали предположение, что новое руководство в Вашингтоне может быть положительным моментом для Москвы, ведь даже в Кремле уже могли устать от Трампа. Несмотря на то, что Кремль встретил длительным молчанием победу Байдена, самый известный оппонент Путина, лидер
лидер российской оппозиции Алексей Навальный опубликовал в Твиттер поздравления Байдену и новоизбранному вице-президенту Камале Харрис. Он также поздравил американцев с проведением свободных и честных выборов. Честные выборы – это привилегия, которая доступна не для всех стран. С нетерпением ждем нового уровня сотрудничества между Россией и США, написал Навальный. Кремль Путина уже долгое время утверждает, что российские оппозиционные активисты, такие как Навальный, являются инструментами, с помощью которых вражеский Запад реализует свою антироссийскую программу. Российские СМИ часто говорят, что Соединенные Штаты спровоцировали революции по всему бывшему СССР. Путин изображает себя защитником России от Запада. Однако жесткая политика в отношении России в Соединенных Штатах может сыграть ему на пользу, ведь конфликт с Западом и США являются важной частью легитимности Путина. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик.